Как отвечать на неудобные такие хамские вопросы? Мне вот недавно задали, собственно, такой вот вопрос в моих соцсетях. Я сначала так немножко растерялся, думаю, ну как отвечать, в каком конкретном случае, в каком контексте, когда к тебе кто задает этот вопрос, когда что это за вопрос, то есть как вообще можно в общем ответить. Но поскольку я потом подумал, что время от времени мне задают такие вот вроде как обобщенные вопросы, я на них отвечаю каким-то образом, и люди меня благодарят, то есть вроде бы как, ну, видимо, стоит здесь поискать какие-то общие такие вот моменты, как в общем, на условно какой-то неуместный, хамский, неэтичный, такой нетактичный вопрос можно ответить так, чтобы в результате, ну, ты как будто бы перехватил инициативу и не чувствовал себя, знаете, вот это вот растерянным и в таком стыде, когда это стыд, ну, не за себя, а за другого человека, но все равно тебе от этого плохо. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я работаю в теме психологии отношений, и сегодня мы с вами поговорим о том, как можно ответить на вопрос, когда человек как-то его неэтично, нетактично, так вот по-хамски тебе задает, как вот выйти из этой ситуации. Если вам это интересно, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первое, что вы можете сделать, если вы слышите какой-то такой хамский вопрос, вы можете ответить на него, собственно, вопросом, зачем тебе это знать, для чего тебе это нужно. Часто хамские вопросы являются фамильярными. Фамильярность — это ситуация, когда другой человек ведет себя так, как будто бы он вроде как является для тебя близким, частью твоей семьи, ну, фамилия. А ты его таким не считаешь. То есть человек как бы прорывает свои границы и задает тебе вопрос, как будто вы там давно друг друга знаете, и задает вопрос типа, а сколько ты зарабатываешь? Или а сколько ты весишь? Или давно ли ты развелся или развелась? Сколько тебе лет? То есть вопрос, который, ну, близкий человек вроде тебе может задать, и тебе безопасно об этом говорить, а вот такой человек, который тебе близким не является, но ведет себя типа, что вроде как тебе близкий почему-то, то вроде тебе этот вопрос, ну, он как бы, ну, не хочется тебе на него отвечать. Тут, если ты отвечаешь, так сказать, вопросом на вопрос, для чего тебе это нужно знать, ну, как бы такой уточняющий вопрос, ты его переводишь из такого эмоционального состояния в рациональное, немножко так вот осаживает, потому что обычно человек как бы, ну, типа, сколько ты зарабатываешь, наверное, как-то какой-то драйв, сейчас я что-то вот такое узнаю, а ты ему задаешь вопрос, ты для чего это спрашиваешь. Ты таким образом переводишь, ну, как будто бы фокус внимания с себя на него, и он может сказать там, ну, да, я тоже хотел бы как-то там больше зарабатывать, мне кажется, что ты много зарабатываешь. Ну, тогда вы уже можете ему сказать, что, ну, типа, больше работай, будешь больше зарабатывать. То есть вы таким образом уводите вот фокус внимания из себя, и вот эти вот ваши нарушенные границы, они вроде как восстанавливаются. То есть вы таким образом как-то можете, ну, главное тут не попасть в эту ситуацию растерянности, когда тебе человек задает этот хамский вопрос, а ты вроде бы как переживаешь, что, ну, чувствуешь какую-то неловкость, вроде бы как стыдно тебе за него, и боишься ему, ну, как бы встречно нахамить, и не знаешь, как вот здесь вот с ним повзаимодействовать. Просто переведите фокус внимания на него. Зачем тебе это знать? Тебе для чего это нужно? Вторую вещь, которую вы можете сделать, если вопрос неуместный, это, во-первых, подчеркнуть, что вопрос неуместный, ну и там в зависимости от контекста, если вам нужно как-то, чтобы это было более мягко или менее мягко, как-то вернуть, ну, вот, фокус внимания на другого человека, то есть вернуть разговор, отбить, так сказать, мяч тому, кто спрашивает. Ну, грубо говоря, если там человек спрашивает, а сколько вам лет? Вы вот до сих пор не замужем? Вот, скажешь, ну, интересный вопрос, вы всегда задаете такие неуместные вопросы. Или, например, более как бы категорично, что, ну, знаете, мне кажется, этот вопрос неуместный, но вы всегда людям, которых вот не очень близко знаете, такие вопросы задаете. Тут фокус в чем? Вы подчеркнули, что вопрос неуместен, и задавая вопрос, что всегда ли вы так себя ведете, вы как будто бы, ну, приглашаете, чтобы другой человек как-то, ну, объяснился. То есть таким образом вы как бы вот так вот твердо, с чувством собственного достоинства как-то вот отчерчиваете свои границы, что вот такие вопросы мне задавать нельзя, и что вам нужно как-то, ну, объясниться. То есть, по сути, это как бы такая маленькое извинение по поводу того, почему вы такие вопросы мне тут задаете. Третья вещь, в случае, если вы слышите какой-то такой неуместный, хамский, нетактичный вопрос, вы можете прямо сказать, что не хотите на него отвечать. Но тут такая вот есть заковыка, так не всегда легко сделать. Вот представьте себе ситуацию. Есть две подруги, ну, как бы вот они, какие-то у них есть отношения, и вдруг одна из них спрашивает у другой, слушай, а у тебя вот с этим вот мужчиной что-то было? И вот та, у которой спросили, она не хочет на этот вопрос отвечать, потому что он вопрос такой щекотливый, и она, ну вот, не хочет ни говорить ни да, ни нет, и вот все, в общем, ей все очень непонятно. И ей бы здесь сказать, что, ну, ты знаешь, я на эту тему не хочу говорить, но они же вроде подруги, они уже какое-то время сидят, может, они не близкие подруги, но вот они сидят там какое-то время, там, где-нибудь там пьют кофе или чем-нибудь беседуют, и вроде бы как есть такая вот штука, что, ну, сказать, что я не хочу отвечать на этот вопрос, вроде бы как это слишком так вот, ну, не знаю, недружелюбно, и она начинает что-то вот там как бы отвечать, что ну, ты знаешь, ну не совсем было, ну что тут я не знаю. То есть женщина, которая не хочет отвечать на вопрос, бывает, что из-за того, что вот, ну,
как бы ей важны сохранение отношений с этой женщиной, хотя какие там отношения, она начинает отвечать на вопрос против своих интересов. То есть ей было бы идеально вообще на этот вопрос не отвечать. Поэтому иногда, когда вы слышите хамский вопрос, у вас должен быть какой-то такой заготовленный шаблон, что это тема, которую я не обсуждаю. Ну, там, знаете, как вот в фильмах, там, без комментариев. Там, какой-то вопрос вот без комментариев. Как-то вы можете отвечать. Когда-то мне когда задавали вопросы, на которые я не хотел отвечать, я придумал для себя такую фразу: это неэтичный вопрос. Вот это, как правило, человека обескураживает, потому что, ну, что значит этичный, неэтичный. Вот. Но вот если у вас есть заготовленная такая фраза, каким образом как бы человека так вот отставить и обозначить, что на этот вопрос я отвечать не буду, то вы будете чувствовать себя гораздо увереннее и спокойнее в ходе таких вот ситуаций, когда вас задают такой вопрос. Четвертая вещь, как вот реагировать на неуместные вопросы. Я вот подумал, что еще бывают ситуации, когда вопрос вроде бы как формально уместен, но он, знаете, задан человеком, который как будто бы не имеет достаточной чувствительности. Ну вот ситуация, предположим, вы узнали недавно какую-то новость такую вот неприятную, которая вас шокировала, или, скажем, вы там несколько ночей не спали, или, предположим, у вас там какое-то физическое состояние такое, что, ну, какой-то у вас, в общем, стресс, и вы как бы вот немножко, ну, не в себе, в таком вот каком-то вот напряжении, и человек задает вопрос: ты как-то странно выглядишь, необычно, с тобой все нормально, что с тобой не так? Вот, и этот вопрос, ну так формально вроде бы как уместный, потому что да, вы в самом деле как-то можете странно выглядеть, и с вами как-то вот все не так, но учитывая весь контекст, как бы, ну вроде бы как понятно, что вам как минимум сейчас, ну, не время этот вопрос задавать, ну или вообще не стоит его задавать. И в таком случае получается, как вот на этот реагировать? То есть, ну тут как не реагирует, от вас вроде бы как все равно ведет еще больший стресс. То есть сказать, что типа отойди от меня, не подходи, там не задавай тупые вопросы, ну вы будете потом переживать, возможно, что вы как-то слишком резко ответили. Если как-то вот молчать, он же будет опять вас донимать, и потом это будет еще более странно, если вы будете молчать, когда вас человек прямо задает вопрос. Поэтому вы можете сказать что-нибудь вроде: ты точно хочешь знать ответ на этот вопрос? Тут, конечно, от вас требуется такой хотя бы начальный уровень драматического искусства, потому что здесь желательно, ну, когда тебе задают такой вопрос, ну, не то, что не тактичный, не чувствительный. Вот ты когда говоришь, ты точно хочешь знать ответ на этот вопрос, немножко зафиксировать взгляд, другой человек в такой ситуации, ну, скорее всего, потеряется, потому что он начнет думать, ну, почему нет, а что, и он, может быть, как-то немножко, ну, через свою тревогу прочувствует весь общий контекст и как-то вот немножко так вот отступит. Ну, по крайней мере, таким образом, ну, знаете, как это, какой вопрос, такой ответ. То есть, когда вам начинают задавать вопросы, которые какие-то вот такие нечувствительно, неуместные, вы можете как-то вот таким образом ответить, чтобы другой человек как-то вот, ну, типа, ушел в своих раздумьях, там, что он не так спросил. Пятая вещь, которую тоже стоит, так сказать, не забывать, это когда вам задают такой хамский вопрос, вы можете, ну, грубо говоря, отшутиться, ответить, так сказать, вот, ну, как-то иронично, если только это вас не задело. Потому что я вот по себе знаю, если мне задают какой-то такой вопрос прям хамский, такой наглый, неуместный, я, ну, как-то теряю такую пластичность. Мне уже как бы шутить уже, ну, бывает сложно в некоторых ситуациях. Может быть, какой-то сарказм там еще может быть, но вот так вот это, когда тебе там, ну, такую гадостную какую-то вещь спрашивают, то там уже не пошутишь. Если же вы понимаете, что этот человек только, так сказать, подбирается к вашим границам, ну, там какие-то вопросы типа: когда ты уже замуж выйдешь, когда ты родишь, там, когда ты себе парня найдешь, там, когда ты найдешь себе нормальную работу. То есть вот такое что-то вроде бы, ну, такой вопрос, как будто бы, ну, что на такое бы не отвечать. Но вы понимаете, что все это дело идет туда, куда вам не надо. Вы можете ответить что-нибудь типа: как только, так и сразу. Или как узнаю ответ на этот вопрос, вам сообщу первому. Там, или, скажем, не знаю, когда рак на горе свистнет, еще что-то. То есть вы как бы отшучиваете, вы отвечаете, ну, как бы дурацки, ну, это дурацкая шутка, ну, вы как бы дурачитесь. И вот, дурачась ответом на такой вопрос, вы как бы подчеркиваете, что вопрос, ну, тоже как бы дурацкий. Ну, то есть это вопрос, на который серьезно отвечать смысла нет, потому что это вопрос, ну, не серьезный. Не серьезно такие вопросы отвечать. Но, опять же, тут такая штука. Есть люди такие тупые, что там сколько не отшучивайся, он как бы, ну, думает, что какой там рак, или когда вы мне скажете. Там, вот. Ну, понимаете, опять же, не существует такого универсального ответа на все хамские вопросы, потому что, к сожалению, хамы, они такие не универсальные, их много, они задают постоянно по-разному вот эти вот свои вопросы. Главное, чтобы вы как-то, ну, проявляли какую-то пластичность и больше вот понимали, ну, о том, где какие ваши интересы вот такие вопросы задевают, и как эти интересы отстоять. Потому что часто люди, когда им задают хамские вопросы, больше думают о том, чтобы не обидеть другого человека, чтобы как-то слишком резко ему не ответить. Если человек задал хамский вопрос по вашим ощущениям, вам нужно прислушиваться к своим ощущениям. Знаете, эта фраза: если тебе что-то кажется, то тебе не кажется. Если у вас есть ощущение, что человек к вам отнесся как-то, ну, грубо, то вот это ваше ощущение, оно уже является каким-то базовым. И на такое грубое общение вы можете и должны отвечать так, чтобы, ну,
отставить человека на достаточную дистанцию, чтобы он оттуда не мог вас своей грубостью задеть. Если у вас есть опыт, как общаться с хамами, то есть вам приходилось, так уж получилось в вашей жизни, что вы такой невольный специалист по общению с хамами, поделитесь своим опытом, напишите в комментариях, как вы обычно отвечаете человеку, чтобы вот так вот, ну, отсечь, так сказать, урезать. А если вы понимаете, что вот это конкретно ваша проблема, или в принципе хотите поработать над какими-то проблемами, я приглашаю вас записаться ко мне на консультацию. У меня под видео есть ссылки на соцсети, пишите мне там личное сообщение, мы с вами договариваемся и работаем. Если такой формат видео вам нравится, ставьте лайк, я вам буду благодарен. Кроме того, когда я вижу, что под каким-то из видео собирается больше лайков, чем обычно, то я понимаю, что следующее видео буду записывать похожее. Поэтому вы таким образом, ну, еще и голосуйте за то видео, которое вам понравилось. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.